Ё-моё! Привет всем! У меня опять новый старый прибор для определения ионизирующего излучения. Это советский военный индикатор радиоактивности ДП-63А. Вы наверняка его уже видели в других обзорах. Прибор ведет свою историю с конца 50-х годов прошлого века и хорошо рассмотрен многими. Но поскольку я всего лишь новичок, то держу такой прибор в руках впервые и обзор его не сделать не могу. Зачем вообще я его купил? Этим прибором в быту вообще ничего никогда не замерить. Он предназначен только для случая атомной войны. Другого применения у прибора нет. В отличие от рентгенметров и радиометров, ДП-63 является индикатором бета и гамма зараженности. И с его помощью можно лишь определять наличие ионизирующего излучения и приблизительно производить оценку его уровня. Однако, чем больше я вожусь с подобными устройствами, тем больше интересно мне становится, как они устроены, какие интересные решения применяются в приборе и как вообще все это работает. Вот этот ДП-63А я купил на Авито за 1500 рублей, что, конечно, с одной стороны многовато, а с другой приносит мне удовольствие, поэтому я рад, что он оказался в моей коллекции. Серия индикаторов ДП-63 состоит, собственно, из двух моделей. Это ДП-63 и ДП-63А. Второй вариант с буквой А имеет точно такую же схему устройства, но в нем используются некоторые обновленные радиодетали. Прибор находится в футляре из кожзаменителя, и в его комплекте только сам ДП-63, техническое руководство и отвертка. Никаких ящиков, зондов, проводов, наушников, ничего нет. Задача прибора лишь определить наличие и уровень радиации. Весь комплект довольно компактный и легкий по сравнению с серией ДП-5. Масса прибора лишь 800 грамм. В футляре он весит 1200 грамм. Интересно, что я видел в интернете довольно много разных вариантов исполнения с разными надписями, корпусами из разного материала. Первые приборы имели внутри себя очень опасный артефакт – шкалу с подсветкой и светомассой постоянного действия на основе солей радия-226. Она могла светиться годами, не требуя никакого питания. Однако опасность в том, что светомасса с годами превращается в пыль и начинает осыпаться, заражая внутренности прибора. А радиевая пыль чрезвычайно опасна. Она очень сильно мажется, но самое неприятное, что радий при распаде излучает альфа-частицу. И если такая пылинка попадет внутрь организма, например, в легкие, то она начнет очень активно облучать клетки изнутри, что теоретически может привести даже к раковой опухоли. А таких пылинок там миллионы. Поэтому, если вы хотите приобрести ДП-63, то обязательно обращайте на это внимание. Я рисковать не захотел и купил более позднюю версию с безопасной электролюминесцентной подсветкой. Электролюминесцентная подсветка загорается при нажатии любой из кнопок. А если у вас прибор со светомассой постоянного действия, то вскрывать его корпус категорически не следует. Такие вещи можно делать только с полным пониманием, только в перчатках, обязательно с защитной маской на лице, и стол нужно укрыть пленкой, чтобы не испачкать. Итак, вот наш индикатор ДП-63А. Корпус сделан из волокнита. Это такой пресс-материал, из него изготовлялось большинство приборов того времени. Прибор влагоизолированный благодаря резиновой прокладке. Интерфейс проще некуда. Одна шкала с двумя поддиапазонами, две кнопки 1,5 рентгена в час и 50 рентген в час. Как нетрудно догадаться, определенная кнопка включает замеры в своем поддиапазоне. Давайте познакомимся со шкалой поближе. Верхний поддиапазон отградуирован от 0 до 1,5 рентген в час. Нижний от 0 до 50 рентген в час. Обратите внимание, что, во-первых, позиции нулей не совпадают. Во-вторых, часть шкалы около верхнего нуля выделяется более жирной линией. Почему это так странно сделано?
На самом деле это очень простое и интересное инженерное решение для проверки работоспособности прибора. Если прибор исправен, то при нажатии верхней кнопки стрелка должна ожить и переместиться в очерченный сектор около нуля. В идеале она должна встать точно на 0. Это значит, что прибор исправен и готов к работе. К этому мы еще вернемся. Чуть позже я вскрою прибор и покажу, как вообще все это реализовано. На верхней шкале цена деления 1/10 рентген в час. На нижней все сложнее. На диапазоне от 0 до 5 деление шкалы равно 1 рентгену в час. Далее от 5 до 40 одно деление это 5 рентген в час, а от 40 до 50 это уже 10 рентген в час. Еще в середине шкалы можно заметить черный треугольник. Это уже знакомое обозначение режимной метки, по которой оценивается состояние заряда батарей. Если батареи в порядке, то при нажатии обеих кнопок стрелка должна уйти за режимный сектор. Слева у нас имеется крышка для отсека батарей. В качестве питания в DP63 используются обычные элементы КБ1, как и в серии DP5. Их тут тоже две штуки, то есть прибор питается от 3 вольт. На корпусе нанесены метки, показывающие, как вставлять элементы. Плюс, значит, плюсом вперед, минус минусом. Винты, кстати, можно крутить и без отвертки руками, потому что у них на головке по периметру есть накатка. Еще на корпусе сзади находится кнопка, которая нужна при работе по обнаружению бета-зараженности. Внизу у прибора имеется маленькое окошечко для бета-лучей. Изнутри оно прикрыто металлической заслонкой. Когда мы нажимаем на кнопку, заслонка открывается, и бета-излучение проходит внутрь корпуса и попадает на счетчик Гейгера. Ну и наконец на корпусе есть метки, показывающие центры счетчиков. Это нужно для калибровки приборов в мастерских. Для определения наличия бета-излучения делают два замера на поддиапазоне 1,5 рентгена в час и на расстоянии 20-30 см от Земли. Первый просто при нажатии кнопки 1,5 рентгена в час. Второй то же самое, но при нажатии кнопки, открывающей заслонку. Если показания различаются в большую сторону, это значит, что бета-заражение есть. Гамма-излучение можно определять на любом поддиапазоне. Его замеряют на высоте от 70 см до 1 метра от Земли. Поскольку прибор у нас не измерительный, а индикаторный, то его предназначение не исследовательское, а чисто военное. DP63 нужен для определения уровня заражения местности. Местность считается зараженной при уровнях гамма-радиации от 0,5 рентгена в час и выше. Границы зараженной местности обозначаются знаками заграждения. Приготовление пищи разрешается при уровнях радиации до 1 рентгена в час, а до 5 рентгенов в час только в помещениях или палатках. Прием пищи разрешается в закрытых помещениях. При уровне радиации от 5 до 50 рентген в час разрешается пребывание на местности только под дозиметрическим контролем и ограниченное время. Цель пребывания – это ведение боя, розыск раненых и оказание им помощи. При уровнях радиации от 50 до 100 рентген в час разрешается только преодоление зон заражения на бронированной технике и эвакуация раненых. При уровнях радиации свыше 100 рентген в час вход в зону заражения запрещен. В этом случае разведка проводится с вертолетов и самолетов. Давайте теперь откроем корпус DP63 и посмотрим, как он устроен внутри. Для этого нужно открутить два винта на днище. Вот здесь мы видим механизм заслонки. Я недавно смотрел обзор одного иностранца, он не понял, что это просто заслонка для бета-лучей и думал, что это контрольный источник. А знаете, почему он так подумал? Он в корпус опускал обычный радиометр Терру.
И она намерила там 1,5 миллирентгена в час. Только вот эти миллирентгены были не от заслонки, а от радиовой пыли, которая заразила все внутренности прибора. Причем он лазил туда голыми руками. Ужас, что еще сказать. Нафиг такие приборы. В приборе используются два счетчика. Это C10BG и C11BG. Давайте расшифруем маркировку. C это счетчик излучения, 10 или 11 это номер модели, а BG это виды регистрируемых излучений, то есть бета и гамма. Счетчик C10BG здесь работает на поддиапазоне до 1,5 рентген в час, а счетчик C11BG до 50 рентген в час. Посмотрите, как интересно устроены счетчики. У C10BG катод большой имеет отверстие. У C11BG он небольшой и цельный. Бета-окно в корпусе расположено напротив счетчика C10BG, поэтому только он может регистрировать бета-поток. C11BG работает здесь чисто по гамме, хотя в теории он тоже способен видеть бету. Сейчас я покажу, что счетчик C11BG также способен определять бета-излучение. Для этого я воспользуюсь контрольным источником от рентгенметра DP2 и буду подносить счетчик напрямую, без корпуса. Вот здесь видно, что стрелка зашевелилась. То есть она чувствует бета-излучение. Напомню, что источник очень опасный, работать с ним можно только при защите глаз с помощью очков, либо стеклянных экранов, либо щитков. На мне сейчас надеты двойные очки. Электронное устройство DP63 совсем простое. Это преобразователь напряжения, интегрирующая цепь, микроамперметр для измерения и счетчики. На схеме мы видим знакомые по другим приборам компоненты. Это трансформатор, измерительная головка, конденсаторы, селеновый выпрямитель, два подстроечных резистора, конденсаторы и стабилитрон SG301S. Кстати, вопрос, почему вместо диодов в эти приборы ставили селеновые выпрямители? Ведь диоды в то время в СССР уже выпускались. Оказывается, селеновые выпрямители нечувствительны к радиации, а кроме того, у них есть свойство самовосстановления при пробое. Вот такой интересный элемент. А теперь самое интересное. Что же это у нас под счетчиком C10BG такое знакомое? Правильно, это источник B8 на основе стронция Иттрия-90. И что он тут делает? Помните, мы уже обратили внимание, что шкала имеет различные нулевые отметки поддиапазонов. Так вот, когда мы включаем нижний поддиапазон, стрелка перемещается на нулевую отметку именно под воздействием излучения от этого источника на счетчик. Таким вот образом и проверяется работоспособность прибора при каждом замере. Это настолько же гениально, насколько просто. Со временем, конечно, активность источника падает, но прибор поддается регулировке. Для этого нужно просто ослабить винт и подвинуть источник ближе к счетчику. А поскольку цена деления у нас относительно высокая, то источник здесь стоит довольно активный, не такой, как в DP5. Сейчас попробуем замерить его радиосканом в условных миллирентгенах. Около 50 условных миллирентген в час. Замерить в бета-распадах не представляется возможным, поскольку прибор зашкаливает. В руководстве приведен список указаний по работе с бета-источником. Передвигать его можно только пинцетом. При работе пользоваться защитным экраном или щитком. После работы вымыть руки с мылом. С поврежденным источником работать только в перчатках. И такой источник должен быть утилизирован. Если фольга целая, то в принципе источник безопасен, но можно проверить, не мажется ли он. Я его уже проверил, он не мажется.
Что сейчас можно измерить с помощью DP63? Да, пожалуй, кроме источника от DP2 и ничего. Сейчас я попробую это сделать. Я открыл бета-шторку, видим, как стрелка уползла вперед. Как вообще DP63 определять наличие излучения? Схема здесь очень простая, давайте ее посмотрим. Она состоит из преобразователя напряжения, газоразрядных счетчиков, интегрирующей схемы и измерительного прибора. При подаче питания на счетчик на его электродах присутствует высокое напряжение, но ток между катодом и анодом не течет. При наличии излучения газ внутри счетчика ионизируется, и электроны лавинообразно перемещаются от катода к аноду. При этом через счетчик начинает идти электрический ток. Этот ток импульсами подзаряжает конденсатор 18, который начинает разряжаться через резистор 19 и микроамперметр. Разрядный ток фиксируется микроамперметром. Вот и вся схема. Нормализатора импульсов здесь нет, это очень сильно упрощает схему и повышает надежность. Причем точность измерений в итоге неплохая, по паспорту 30%. Кстати, вот документация от прибора, очень маленькая по размерам книжечка, но зато толстая. Инструкция и формуляр совмещены. В руководстве, как всегда, очень подробно описано назначение прибора, технические данные, принцип работы, конструкция, приведены указания по работе и хранению, имеется электрическая схема, перечень электронных компонентов, есть даже характеристики счетчиков, стабилитрона, транзистора. И довольно редкая информация об источнике B8. Я ее пока больше нигде не встречал. Смотрите, написан его состав. Активность 2 миллиона распадов в минуту в квадратном сантиметра. Максимальный пробег бета-частиц в воздухе 8 метров. Напоследок еще рассмотрим футляр. Как я уже говорил, он изготовлен из кожезаменителя. Он довольно приятный на ощупь. Даже не поленились сделать текстуру крокодиловой кожи. С ней футляр смотрится красивее. Кожзам хорош тем, что его можно мыть, стирать, а это важно при деактивации. Но ремни сделаны, конечно же, из натуральной кожи. Они на сегодняшний день в нормальном состоянии. Есть наплечная лямка, она регулируется по длине. И есть петли для крепления к поясному ремню. В верхней части футляра закреплен алюминиевый шильдик. На нем написан учетный номер устройства. В нижней части имеется окошечко для бета-лучей, прикрытое металлической сеточкой. Сзади вырез под кнопку заслонки. Внутри крепление для отвертки. В целом добротный футляр, аккуратный и удобный. Что касается применения данному прибору, сегодня никакого применения ему нет. Атомной войны нет, катастроф нет, поэтому им ничего замерить нельзя. Покупать DP63 можно только для коллекции, так что если цена устраивает, можно брать. В конце небольшой бонус. Я заметил, что подсветка у меня довольно странная. Она при включении зажигается на секунду, потом тускнеет. И стрелка поначалу движется быстро вперед, потом отскакивает назад. То есть понятно, что все работает нормально первые полсекунды, пока не начнет глючить какой-то конденсатор, а потом все проседает. Я посмотрел схему и нашел в цепи питания конденсатор номер 5. Это знакомый нам металлобумажный МБМ на 0,25 микрофарада и 160 вольт. Эти конденсаторы со временем теряют свои характеристики, и в них появляется ток утечки. Скорее всего, проблема именно в нем. Вот я разобрал прибор и нашел этот конденсатор МБМ. Отпаял его ногу и вот замеряю емкость. Получается почти 0,5 микрофарада. А должно быть 0,25.
То есть предположение верное, у него появился ток утечки. Конденсатор неисправен и его необходимо менять. Итак, прошло несколько дней. Я купил конденсатор на замену 0,22 микрофарада 250 вольт. К сожалению, придется ставить современный китайский конденсатор вместо советского. Это совсем не по фэншую, но куда деваться, если компонент неисправен. Но я решил применить маскировку. Чтобы новая деталь не смотрелась чуждо, я ее по аналогии одену в полихлоровиниловую трубку, которую сниму со старого конденсатора. Теперь ставлю новый конденсатор на место старого. Ножки я ему уже подогнул. Ну вот так у меня получилось. Вот конденсатор номер 5. В принципе, если не знать, что там не оригинальная деталь, то и не заметишь, скорее всего. Теперь с питанием все нормально. Подсветка работает как надо. И, кстати, звук трансформатора изменился. Так что у кого такие же приборы, обратите внимание на этот конденсатор. На этом обзор я завершаю. Всем спасибо, кто досмотрел.